Добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на август 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Это гороскоп по декадам, поэтому я буду рассказывать фактически три разных гороскопа для весов каждой декады. Да, весы первой декады – это те, кто родился в сентябре, весы второй декады, кто родился с 1 по 10 октября, и весы третьей декады, кто родился с 11 октября и до знака зодиака Скорпион. Это если вы весы по Солнцу. Если вы смотрите этот гороскоп по асценденту, тогда этот гороскоп будет, скорее всего, работать на ваши личные, любовные, партнерские отношения, брачные отношения. И да, как узнать свою декаду? Делите 30 градусов весов на 3 равных отрезка. И все зависит от того, куда попал ваш асцендент. То есть, если с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада весов. И если ваш асцендент попал с 21 по 30 градус, это третья декада. Ребята, вот такая градация. Сразу понимайте, что гороскопы разные. Если про кого-то рассказываю чуть меньше, не говорит о том, что я вас меньше люблю. Просто потому что аспектов в данный момент времени складывается меньше. И да, если у вас свой собственный вопрос, который будет отличаться, да, от той информации, которую я буду рассказывать, или вам будет слегка непонятно, оставляйте свои комментарии в этом видео, при этом оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, для того, чтобы я вам ответила на основе вашей натальной и транзитной карты, потому что здесь у меня открыта общая карта. И я надеюсь, вы понимаете, что на планете 700-800 миллионов весов, и все просто разные, понимаете? Все зависит от того, какие качества вашего характера вы развивали в течение жизни и что вы умеете в настоящий момент времени для того, чтобы переживать какие-то трудности. Потому что то, что я буду рассказывать, для кого-то трудности, а для кого-то вообще нет. Кто-то может свои минусы быстренько дисциплинировать и сделать из них плюс, а кому-то это очень сложно, его никто не научил. Вот такая история. Ну что, ребята, готовы? Поехали. У нас август – это такой очень мощный, большой, сильный месяц, который я хочу сказать, будет складываться, естественно, по-разному, но это такой месяц, в котором у нас есть множество возможностей для того, чтобы подготовить нас к следующему месяцу, да, потому что у нас в следующем месяце будет коридор затмений. У нас в сентябре как раз-таки перед вашими дни рождениями, дорогие весы, закончится коридор затмений, и эмоциональный будет период, я не скажу, что сложно напряженный, все будет зависеть от того, как мы к этому относимся. Все привыкли сейчас очень так эзотерически рассказывать, демонизировать коридор затмений. На самом деле это наши силы в этот период времени становятся очень мощные, да? Но для того, чтобы у нас было эмоции и желание что-либо сделать в коридор затмений, потому что он у нас будет на убывающем цикле Луны, здесь нужно как раз-таки подготовиться и понимать, что все, что будет происходить с нами в сентябре, это, ну да, результат наших прошлых действий, это карма. То есть если сейчас мы в августе максимально свои усилия приложим и какие-то события, ну, обойдем в плюс, то есть мы их уберем из своей жизни, у нас не будет каких-нибудь там сложных сценариев, то тогда, конечно же, коридор затмений мы встретим с плюшками, и весы каждой декады скажут: ну это же вообще тогда прекрасный период времени для завершения прошлого года и для того, чтобы прекрасно открыть свой Новый год. Но каждому свое и каждому по силам. Знаете, что мы совсем справимся, и я начинаю все-таки про август. Да? Август у нас активный месяц, ребят, на самом деле, и он уже, если честно, начался у нас в июле. У нас еще вот осталась последняя такая история, связанная с ретроградным Меркурием. Да? Ретроградный Меркурий у нас буквально-таки на днях включается с 18 июля и продлится до 11 августа. Он будет ретроградным во Льве
в квадратуре с Лилит, хочу сказать, да, поэтому как будет оказано влияние ретроградного Меркурия, я не хочу сказать, что это будет какой-то из ряда вон вау-эффект ретроградного Меркурия, ну нет, я бы сказала, что нужно здесь наоборот подходить с умом к диалогам, к разговорам с людьми, с близким окружением, связи, контакты. Все люди, с которыми мы контактируем, просто понимать, что вы будете им говорить. Потому что ретроградный Меркурий во Льве – это когда мы такие ораторы, мы вспоминаем речи, которые в нас давно сидели, наши мысли, потаенные какие-то стороны нашей души. Особенно же ретромерк будет в квадратуре с Лилит, а Лилит – это всегда наши самые неприятные моменты, которые мы скрываем даже сами от себя. Мы к этим вопросам не возвращаемся, чтобы не чувствовать себя неприятно, да? У каждого свое это неприятно, да? Неприятно на фоне стыда, неприятно на фоне отторжения, без разницы, да? Здесь просто у каждого своя эмоция, но у нас вот в период ретроградного Меркурия именно этого будут возникать ситуации, люди будут задавать вопросы, то есть вытаскивать из нас все вот эти неприятные моменты. И здесь главное наспор не начать всю свою, вот чем сосуд наполнен, тем он и извергается. Понимаете, о чем я? Здесь очень мудро нужно подходить, потому что на самом-то деле ретроградный Меркурий будет у нас в очень хороших и аспектах идти в ретроградности, кроме Лили, да. Здесь и аспект с Венерой, здесь и аспект и с Ураном, уже вот в августе будет. Возможностей будет очень много, если сами их не будем закрывать. Здесь и с Сатурном, и с Нептуном. То есть здесь, и если не скандалить с людьми, да, если не в противоречие уходить и не делать акцент на негативных сторонах своего внутреннего состояния, тогда получится очень продуктивный период этого ретроградного Меркурия, хоть и это растущий цикл, да, будет у нас как раз-таки ретромерка июльский. И здесь нужно таки понимать, что если мы сами будем негативные ситуации создавать, тогда мы будем дальше это культивировать. И если мы будем здесь четко понимать и задавать себе вопросы, ну то есть сами себе психологами быть, да, то есть возьмем листик, запишем себе четко и понятно, кто мы, какие там наши страхи, наши переживания, почему мы переживаем. И тогда нам станет максимально понятно, почему нас это взрывает. То есть скажу, что очень сильно и мощно повлияет период ретроградного Меркурия на весов, конечно же, второй декады. Но если вы не будете выходить на негатив, то для вас это будут наоборот плюшки. То есть если вы сами скатываетесь до скандала, до выяснения таких отношений в такой неприятной форме, тогда, естественно, это будет только увеличиваться. Если вы будете понимать, что да, сложно, но в этом нужно разбираться тактично, красиво, полюбовно, тогда будет все хорошо. Закончит свое ретроградное движение Меркурий в первой декаде Львов, и значит первая декада весов точно так же прочувствует это настроение. На третью декаду весов вообще никакого ощущения, состояния не будет оказывать ретроградный Меркурий. Вы будете встречаться с людьми, кто находится там под влиянием ретроградного Меркурия, да, на кого он оказывает. Просто понимаете, что человек сейчас скандалит, негативит, окей, бывает. Потому что у нас июль, в принципе, напряженный месяц, Уран поменял знак, у нас планеты две ушли в ретроградное движение. И здесь такой момент, конечно же, людей штормит, и нужно снисходительно вот так. И тогда будет нивелироваться. Вот не будем себе притягивать негатив, потому что если рассматривать весь месяц август, то здесь по нарастающей. Конечно, у нас вот в июле ретроградный Меркурий начинается, в конце июля у нас складывается еще очень важная, мощная такая, я бы сказала, оппозиция. Это Марс в оппозиции с ретроградным Сатурном и ретроградным Нептуном. Это все еще в квадратурах с Венерой. И, естественно, здесь, дорогие весы, и первой, и второй декады понимаем, что для вас, для всех эта история актуальна. Здесь вопросы финансового состояния, финансового благополучия, и не просто так они сейчас тактично будут подниматься, да, издалека, потому что в коридор затмения, например, у весов третьей декады будет очень мощно стоять этот вопрос финансового выживания. То есть, помните, у нас
осень 2024 года, да, это я забегаю вперед, у нас весна 2025 года, аспект был Марс-Плутон в оппозиции, да, вот сейчас он будет в квадратуре, когда нужно это просто сделать, подняться еще уровнем выше, то есть если вы там ничего не делаете, то уже нужно, ребята, здесь вот в финансах это сделать. И вот этот момент сейчас начнет так нативненько, весь август и до начала коридора затмения вот так вот проскальзывать очень сильно у весов третьей декады, то есть по чуть-чуть начинают возникать вопросы, так, а мне здесь немножко денег не хватает, а мне здесь как-то вот не на то ушло, а я хочу вообще построить, то есть фундамент для себя, потому что, смотрите, у нас, когда Сатурн идет в напряженном аспекте, это момент, здесь еще и Марс в квадратуре с Венерой, понимаете, то есть это наше мужское и женское внутри, да, где мы беспричинно расслабляемся, где мы очень сильно напрягаемся и начинаем агрессировать, да, то есть нас этот момент и вопрос нервирует. Здесь вопрос финансов однозначно это так, вопрос недвижимости, такого основательного подхода, фундамента в жизни. Еще, к сожалению, не вышел у меня финансовый гороскоп для весов, я обязательно его выпущу, вот сейчас для вас и для скорпионов остались последние гороскопы на август, и я продолжу выпускать финансовые гороскопы для всех знаков зодиака, потому что это вот такая универсальная рабочая информация для знаков, то есть если вы умеете разбираться в своей натальной карте, да, то есть смотреть, какие дома у вас в каких знаках, да, то есть если особенно там планеты заполнены, там, например, денежные дома 2, 6, 10, то есть зарабатывая вот здесь больше денег, да, согласно этим знакам, применяя те принципы по жизни, денег будет больше. Вот такой закон в астрологии, то есть это базовая астрологическая информация, то есть которую вот я решила вам как раз-таки на вот эту классную осень, которой не надо бояться, потому что мы всегда наши страхи почему-то превозносим выше, да, наверх. Нет, нужно свои желания, инстинкты превозносить, потому что наши инстинкты – это наша основная такая функция выживания, да, то есть когда нужно заботиться о себе, о своем потомстве, о своей семье, о своих любимых, да, для весов это очень такая важная тема, да, фундаментальная. Точно такой же важный фундамент для весов – это недвижимость, стабильная работа, стабильный приток финансов. И вот здесь как раз-таки в конце июля, в начале августа начинает вот эта конфигурация собираться, которая говорит, что есть уровень твоей стабильности, какая она у тебя, да, потому что сейчас очень много людей насмотрятся красивых картинок, хотят уйти со стабильной работы во фриланс, это хорошо, но если в этом фрилансе деньги на горизонте будут где-то вот там очень далеко, ребят, но у вас сейчас есть то, что вас кормит. Постарайтесь выделить как можно больше своего физического и эмоционального ресурса для того, чтобы стабильную работу не оставить, да, и начать заниматься чем-то еще, потому что вот сейчас в начале августа самое хорошее время для этого, да, то есть какая-то моя мечта, идея и стабильность моя, все идет вместе, не нужно уходить со стабильности, если вы понимаете, что это вас кормит, это нормально, это не трусливо, это не позорно. Сейчас, конечно, все там рассказывают, что вот так вот это надо делать. Ребят, ну давайте за реалии жизни, да, то есть реально смотрим на свою жизнь и применяем тут все советы, которые вот со всех соцсетей сейчас вот так льются, да. Поэтому в начале августа, да, период ретроградного Меркурия, и что? И что? Максимально, да, конечно же, будут страхи выходить. Кому-то захочется на публику выходить, да, проявлять себя как-то в другом качестве, потому что ретроградный Меркурий во Льве, это мы ораторы. И почти половина августа, да, он будет во Льве в ретроградности, то есть когда мы вытаскиваем из себя какие-то страхи и начинаем действовать. Это тоже не позорно, это нормально, особенно есть такое творческое начало, проявить себя хочется. У кого-то интеллектуальные способности хорошие, потому что Меркурий будет в секстиле с Ураном, и это тоже нужно понимать, это тоже нужно развивать, да. И здесь такой момент, у кого есть источник дополнительный, да, для дохода, начинайте это внедрять, это будет очень хорошая история, начинайте себя в этом пробовать. У весов
первой декады скажу, что начало августа, вот здесь как бы обстоятельства не спрашивают, здесь не закрытые истории с финансами, с долговые обязательства, здесь вопрос недвижимости, стабильности, стабильной работы будет стоять таки очень остро, потому что здесь, ну, Сатурн весь август будет находиться в последнем градусе Овна и делать оппозицию к Солнцу, Весам первой декады, понимаете, ну, то есть это геометрический аспект, то есть он вот есть, да, и здесь он уйдет только 1 сентября, но все равно еще будет недельку-другую, пока не откатится в следующий градус, влиять на весов первой декады. Поэтому здесь форсируйте события, максимально финансово закрывайте свои вопросы, чтобы из минусов сделать плюс. То есть здесь нет таких вариантов. Понимаете, что на что вы тратите дополнительные средства для того, чтобы пыль в глаза пустить, да, как это было, например, в июне, когда Юпитер перешел в первую декаду Рака и была квадратура к весам первой декады. На что вы в июне тратили средства, деньги? Под давлением эмоций тоже хочу вот так же, как у соседа? Или действительно так хотелось? Скорее всего, если вот там и растратили, да, в начале июня-июля, то, естественно, вот эта эмоция, сейчас сидите и сожалеете. Не надо сожалеть, все, это уже сделано, вот эта стадия страданий, заканчиваете ее, сожаления не принесут вам стабильности, поэтому начинайте прилагать усилия для того, чтобы зарабатывать. Весы второй декады, у вас, конечно же, здесь история выхода на публику, построения договорных отношений, возможно, нужно походить по собеседованиям, здесь история очень сильно важна будет для весов второй декады, именно еще и в любовных отношениях, она начнется еще в начале августа и продолжится на вторую и третью неделю августа, поэтому весы второй декады, будьте аккуратны в любовных отношениях, да, возможны скандалы, ссоры, это все, конечно, не сильно глобально, глобальный масштаб это принесет к концу августа, если, конечно же, вы не начнете урегулировать эти конфликты на фоне, конечно, они будут в таких историях красивых, где-то увиделась, захотелось дома также, то есть посмотрите, как вам хочется, потому что там потом Венера входит в соединение с Юпитером, и здесь либо очень гармоничные 2 недели и 2 и 3 августа будет, либо напряженная в скандалах, в ссорах, претензиях, и, конечно же, лучше первый вариант, когда у вас все хорошо в отношениях, вы гуляете, встречаетесь, совершаете совместные покупки, вкладываетесь в что-то нужное, но здесь нужно шум, социальный вес общества убрать на вас, да, то есть вот это влияние, на которое вы поддаетесь легко, и тогда будет все складываться хорошо. Весы третьей декады, ну, ребята, у вас истории начинают в начале августа, в первой неделе, с финансами закручиваться по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вы будете их отслеживать, понимаете, я не скажу, что как-то очень сложно будет на вас складываться этот период, нет. Здесь просто берите на карандаш все ваши возможности и, конечно же, подготавливайтесь, если у вас есть желание выйти в плюс этой осенью к своему дню рождения, тогда вот сейчас работа еще будет так на легких скоростях, к концу августа, конечно же, увеличится, в сентябре будет еще больше, поэтому здесь не надо сдаваться, не нужно отчаиваться. Конечно, если вам хочется отдохнуть, у вас выдалась неделька на начало августа, отдохните. Почему нет? Других аспектов, по крайней мере, здесь я у вас не вижу. Понимаете, дорогие весы третьей декады, у вас больше нет, кроме как отдаленного Плутона, который делает квадратуру к вам, да, но вот он докатится только к вашему дню рождения чуть позже, да, там и в коридор затмения уже будет Марс в весах, там уже будут другие амбициозные желания, а пока в августе можно отдохнуть. И да, у нас из событий таких в августе у нас полнолуние 9 числа и 11 августа у нас заканчивается ретроградный Меркурий. Полнолуние у нас в Водолее. Я не скажу, что какой-то такой очень сложный день, полнолуние, нет, кроме того, что у нас вот страхи, про которые я в начале видео говорила, да, начнут нами руководить. Либо они нас будут подталкивать к действиям, да, то есть это когда мы разобрались в своих страхах, мы их понимаем, то есть и нас, когда наша интуиция начинает
подтягивать к действиям. То есть, когда мы в своих страхах разбираемся, они превращаются в нашу интуицию. Мы понимаем, так, с точки зрения наших личных расчетов, у нас есть вот такое окно для того, чтобы что-то сделать, да, чтобы ситуацию какую-то негативную в будущем изменить. И здесь начинается вот то самое движение, и у каждой декады весов либо оно начинается, либо нет. То есть здесь нужно таки понимать, да, весы первой декады, вы стартуете в вопросах своей стабильности, такого стабильного мышления, построения своего фундамента, приобретения недвижимости. То есть, если вы здесь это делаете, если нет, то тогда, и вы считаете, что стабильность это зло, тогда, скорее всего, вы будете бороться с воздушными замками, переживая здесь кризисы, которые, основаны как раз-таки на отсутствии стабильности. Потому что если вы слышали из соцсетей, что весы это воздушный знак, и здесь все должно быть в легкости, ребята, я вам скажу, что кроме того, что ваше солнце в весах или ваш асцендент в весах, у вас есть в натальной карте еще очень много других планет, которые 100% не в весах, а в других каких-то очень стабильных знаках и в стабильных положениях. Обратите на них, пожалуйста, внимание, которые говорят вам, что после определенного возраста 35 плюс уже нужно задумываться о той самой стабильности и взрослости, и вот той самой легкости, когда нам вот так везло, да, вот эта иллюзия свободы, которую нам хотят донести, да, для того, чтобы мы особо не сопротивлялись каким-то там мировым событиям, потому что когда у нас нет фундамента, мы не имеем веса своего мнения, а когда у нас наше мнение и наше слово имеет вес, у нас есть фундамент, мы знаем адрес нашего дома, да, то есть у нас есть наши отношения, наш фундамент, наш якорь, который нас держит, и наши принципы. И здесь в основном таки начинается либо движение в сторону стабильности, либо борьба со своими принципами. Сатурн в оппозиции — это всегда, когда мы боремся со своими принципами и иллюзиями. Здесь Сатурн в соединении с Нептуном. Ребята, девчата, хочу, чтобы было все-таки в сторону стабильности. Так, поверьте, приятнее, и потом в будущем будут те самые плюшки, которые все хотят. Весы второй декады на вас повлияет, конечно же, с точки зрения свободы, движения, страхов, переживаний, остаться в одиночестве, остаться ни с чем, остаться со своими нереализованными желаниями, быть в семье, в семейности. Здесь, конечно же, начинается вот здесь такой момент, когда вы начинаете строить отношения в любви, да, и они те самые, которые вам нравятся, либо вы как раз продолжаете бегать за этой красивой картинкой социальных сетей и думая, что семейная жизнь, любовные отношения, брак, дети — это все очень сложная работа, и она вообще не нужна. Я хочу, чтобы мне было легко, я не хочу усложняться. Но сейчас очень хороший момент для того, чтобы задумываться о том, что вам нужно здесь усложниться, да, потому что это такая основная мощная история, которая весы второй декады для вас очень сильно нужна. Разобраться в своих иллюзиях, и когда у вас эта история будет закрыта, основная весовская, тогда и финансы пойдут совершенно другим потоком, да. Основные базовые законы астрологии, еще раз рассказываю, да. Весы третьей декады, здесь начнется для вас, конечно, такое мощное движение вперед, когда вы будете четко таки понимать, что страхи — это, конечно, прекрасно, но вы ими руководите, вы хотите масштаб больше, и это полнолуние для вас, весы третьей декады, будет такая точка движения вперед в будущее, масштаба, своих мощностей, что вы хотите сделать со своей жизнью. И да, и тогда у каждой декады весов следующие 2 недели, вот с 9 августа по 22, да, 22 скажу, потому что 22 уже начинают уходить вот эти гармоничные аспекты, да, то есть у каждого движения вперед, у каждой декады, и 23 августа у нас новолуние, новый лунный цикл, новолуние в Деве в квадратуре с Ураном. Понимаете, да, ощущение, что лето закончилось, начинаются совершенно другие какие-то истории. На самом деле это так, и все аспекты на последнюю неделю августа будут максимально сходиться, поэтому здесь 2 недели августа каждая декада весов проведет, как считает нужным. Я, в принципе, думаю, что рассказала здесь максимально. Конечно же, весы первой декады не сдаемся, идем вперед, в движение, в свое развитие, в стабильную
форму своего существования, да, чтобы у вас был фундамент в жизни такой очень мощный, с финансами наводим порядок в своих отношениях, в том числе и честно, максимально честно себе об этом говорим, да. И здесь я вам скажу, что не всегда выход из отношений – это та самая история, которая вам нужна, не всегда выход из обстоятельств – это та история, которая нужна быстро для того, чтобы прожить этот опыт. Здесь нужно разрешить ситуацию именно. Весы второй декады, здесь, конечно же, любовь, отношения, свидания, гуляния. Я вам вот это все советую. И я не советую здесь ругаться, потому что ругаться получится очень хорошо. Марс будет к концу как раз-таки августа во второй декаде весов, и здесь получится ругаться очень сильно. Здесь начинает сходиться у нас квадратура Юпитера с Марсом, когда мы можем ругаться настолько, что мы будем портить свою репутацию, портить свои отношения с близкими, на работе, с любимыми. И не надо этого делать, да, поэтому здесь, дорогие весы второй декады, конечно же, понимаете, что захочется агрессировать, да. Весы третьей декады у вас начинается как раз-таки вот этот продуктивный, активный момент, период жизни, в конце августа подведение итогов и ощущение, что так, финансов мне на самом-то деле не хватает, потому что здесь Венера будет в оппозиции с Плутоном, это будут такие квадратуры к весам третьей декады, поэтому здесь, мои дорогие, понимаете, что уровень финансов вас будет как раз-таки двигать вперед, потому что заканчивается вот у нас вот август, 23 августа у нас новый лунный цикл, когда либо мы начинаем сосредотачиваться еще дальше, либо начинаем думать, что как-то оно вот легко не получилось, ну и все это очень супер сложно, и как-то вот оно не то, да, но здесь нужно себе честно, максимально честно сказать, что я где-то что-то не доделал. И тогда, конечно, да, тогда последняя неделя августа, весы третьей декады для вас сложатся совершенно на других эмоциях, вы включитесь в работу, аспекты, которые будут вас подталкивать, зарабатывать больше, и на таких, конечно же, моментах пройдет и начало сентября, и коридор затмений, где вы можете не только из минусов сделать плюс, да, но из своего финансового положения подняться выше. Да, у нас, если забегая вперед, у нас первая неделя сентября будет еще такая турбулентная. У нас, конечно же, это все начинается с новым лунным циклом 23 августа. Но первая неделя сентября у нас, конечно же, здесь Венера в оппозиции с Плутоном, Юпитер в квадратуре с Марсом, который идет в знаке весов, да, и здесь, конечно же, у нас Уран в квадратуре с Меркурием, поэтому первая неделя сентября, она будет турбулентной. И сами понимаете, что на таких эмоциях у нас начинается коридор затмений на убывающем лунном цикле. И здесь нужно момент, как бы этот понимать, с каким настроением каждый из нас придет в коридор затмений. Я считаю, что лично мы совсем справимся. У нас есть для этого все не просто шансы, ну, реальные ситуации. У нас есть мы, у нас есть, ну, подсказки событийные, где в прямом смысле мы должны с этим разобраться. Коридор затмений не будет таким каким-то суперсложным, я бы так сказала, очень давящим. Весы третьей декады, сделайте упор на свои финансовые составляющие, при этом в любовных отношениях постарайтесь не жестить, не вымещайте на своих любимых, тогда все будет очень хорошо и в плюсе. То есть, понимаете, весы третьей декады, у вас коридор затмений должен пройти на таких эмоциях, когда вы недовольны своим уровнем финансов. Пусть он у вас достаточный, но вы, например, поставили себе какую-то цель, и вы хотите больше, да, чтобы не задумываться там, например, чтобы весной, зимой что-то вы себе решили, что-то такое классное сделать, да. Поэтому здесь на этих эмоциях у весов третьей декады пройдет коридор затмений. Если вы будете, ну, бороться со своим ожиданием легкости и расслабленности, тогда получится очень даже хорошо, вы победите все трудности. Весы второй декады, ребят, девчат, хочу сказать, что здесь в любовных отношениях как раз-таки вся история, которая была у нас в августе,
она закончится у вас в коридор затмений, либо она закончится вашими внутренними печалями, переживаниями, либо вы разберетесь со всеми своими трудностями, что не дает вам в любовных отношениях раскрыться, себя понять, и тогда в свой день рождения вы войдете, как вам хочется, будет совершенно другое настроение, и ваши любовные отношения, естественно, примут совершенно другой контекст. Ну и весы первой декады. Здесь, конечно же, Сатурн уже с начала сентября перешел в Рыбы и не оказывает такого влияния весам первой декады, но Нептун-то остался. Нептун оставляет такую историю эмоциональную, очень сильную, когда мы немножко не удовлетворены, нас эмоции растягивают, да, и не дают нам адекватно смотреть вперед. Здесь снимайте розовые очки, еще раз говорю, вся борьба с иллюзиями через снятие розовой очки, через стабильность. Только так, дорогие, и должно получиться, потому что 14, 13, 14 февраля 2026 года все зависит от полушария, в каком вы живете. Сатурн снова вернется в знак Овна и в течение 2,5 лет будет идти по Овну, поэтому здесь понимаете, весы и первой, и второй, и третьей декады, что это очень важная история построения своей такой мощной финансовой стабильности и устойчивости. То есть то, что я говорила для весов первой декады, будет относиться к весам и второй декады, и к третьей декаде, да, по истечению этого периода. Поэтому здесь, конечно же, понимайте всю историю и силу аспектов, которые идут. Их ни в коем случае нельзя бояться. Я поэтому и забегаю вперед для того, чтобы сейчас максимально сделать больше попыток и изменить свои ситуации, для того, чтобы там в будущем, через месяц, через два, у нас было все совершенно по-другому и интереснее, да, как бы нам хотелось, а не как обстоятельства бы нас заставляли. И да, кто смотрел большое видео «Лето новой жизни», да, на летний гороскоп, я рассказывала, что у нас в июле складывается такая большая мощная конфигурация. Это высшие планеты в соединении, конечно, с Сатурном. То есть на небе выстраивается такая очень классная финансовая композиция на заработок денег. Собственно, и вот к этой такой конфигурации я и запустила серию финансовых гороскопов для каждого знака зодиака. Поэтому, когда он выпустит, я обязательно его прикреплю, на канале появится. Поэтому следите, ставьте себе колокольчик. Да? То есть это конфигурация на то, что мы можем все этой осенью 2025 года и зимой очень даже хорошо заработать. Все те люди, кто родился с 1960 по начало 90-е, у вас в натальных картах, у вас, у меня, у нас всех, кто меня смотрит, и это большинство, есть такой аспект Плутон в секстиле с Нептуном. Это аспект больших денег, когда нужно зарабатывать, чтобы быть в комфорте, для того, чтобы реализовывать свои другие амбиции и желания. Не для того, чтобы хвастаться деньгами, да, а для того, чтобы обустроить себя, семью, близких, да, чтобы было нормально. То есть для жизни нужна это такая важный такой аспект. И здесь история того, что если этот аспект не реализовывается, не уходит в финансы, то есть мы не зарабатываем деньги, то у нас есть такой очень важный фактор, есть такое понятие витальность, да, когда мы даже работаем и мы выглядим лучше, то есть мы реализовываем все те амбиции, которые есть в нас, да, и когда мы этого не делаем, мы такое ощущение, такие грустные, такие печалимся, поэтому здесь, дорогие, не печальтесь, соберите всю свою грусть этого июля и начала августа, если она у вас будет. Поймите, что все это можно исправить, только наша сила воли, только наши действия и снятие вот этих иллюзорных розовых очков, что все должно быть в легкости, только вот это на самом-то деле меняет ситуацию, наши принятые решения и действия. И да, у нас Марс будет идти по весам, и это такая очень важная история на август и сентябрь 2025 года. Дорогие, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам хороших результатов по истечении периода. В начале августа выйдут гороскопы на сентябрь. Ну и в конце по классике актуальные ролики. Кто еще не видел, посмотрите, примите верное решение. Ну а я буду отвечать на ваши вопросы в комментариях. Спасибо и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.